Я являюсь ярым поклонником качественного портативного хай-фая. И один из первых проигрывателей, который действительно качественно звучал в моей жизни, был FiiO X7. Я купил его довольно-таки давно новеньким в магазине. По тем временам он стоил 700 евро, а это было, на минутку, больше половины моей зарплаты. Если бы жена тогда знала цену, она бы выгнала меня вместе с FiiO X7. Примерно месяц назад я приобрел себе FiiO M23, портативный плеер, усилитель, ЦАП. И целый месяц я слушал его с наушниками Hi-Fi Man Sundara, открытые магнитопланары, с наушниками Focal Batis, хотя на самом деле им не нужен ни усилитель, ни цифроаналоговый преобразователь, у них все есть внутри. И, признаюсь честно, я грешил. С помощью 3,5 джека я подключал FiiO M23 к референтной, мониторной, студийной акустике Reflector Audio Square 2 и слушал FiiO M23 с этой прекрасной акустикой, АЧХ которой является ровной линией, и эта АЧХ отрегулирована прямо под студию Premium Hi-Fi, поэтому на этой акустике можно услышать все недостатки ЦАПа, проигрывателя, проводов, в общем, любого устройства. И я решил загуглить, что же это за чудо такое FiiO M23. И на канале Netbox натолкнулся на просто разгромный обзор этого портативного плеера. Здравствуйте, товарищи аудиофействующие! Наконец-то до меня добрался FiiO M23, и я в легком недоумении от этого плеера. Мол, дизайн ужасный, тяжеленный кирпич, Android 10 старье, Snapdragon 665, вообще полный фуфел, как им можно вообще пользоваться, ему же уже 5 лет, дорогие друзья. Звук пилящий, резкий, какой-то неадекватный. Усилители мощности для выхода наушников поставили вообще непонятно какие. Но Netbox отмечает, что ЦАП АКМ все-таки топовый и выражает свое недоумение. Как все эти вот какие-то недоделки и непонятные вещи попали в этот плеер? Ну, давайте обо всем по порядку. Я думал, что данный плеер, будет уже как следующим шагом после M11s. M11s стоил $400, он пускай будет стоить там $500, чтобы сильно как-то не соперничать с M15s. По итогу получается, что он стоит 700. Первое недоумение у канала Netbox вызывает цена FiiO M23. 750 евро на момент подготовки данного обзора. Почему так? Почему FiiO M23 такой дорогой по сравнению с FiiO M11s? Отвечаю на этот вопрос. FiiO M11s это принципиально другой аппарат. У него другой ЦАП, другие усилители для наушников. И FiiO M11s имеет вдвое меньшую, чем FiiO M23, выходную мощность. FiiO M11s звучит очень увлекательно. У нас был в магазине и можно было протестировать. Но, к сожалению, аппарат больше не выпускается. Его больше нет и никогда не будет. За счет топового ЦАПа и десктопного режима FiiO M23 позволяет добиться с портативного источника практически стационарной мощности. То есть это не недостаток, это возможность и фишка. Имея в кармане портативный источник и подключая его к источнику питания через USB-C, вы получаете практически стационарную мощность. А любой аудиофил, слушающий магнитопланарные наушники, скажет: ребята, мощность — это важно. И если вы считаете, что мощность — это не важно, ну, подключайте свои наушники напрямую к телефону. Используется ЦАП АК-4499, который, безусловно, хорош. По усилению сделали явную ошибку. То есть здесь используются усилители THX AAA78+, такие же, как в
FIO K17, но не такие, как в тем же M17 и некоторых стационарах. То есть там не 78+, а 778. Это уже усилители классом повыше. По итогу у нас получается очень крутой ЦАП, требующий, чтобы его прям давали ему дорогую обвязку, дорогие прочие элементы и совсем простенькие простенькие усилители. Второй фактор, вызвавший недоумение канала Netbox, почему при таком крутом ЦАПе недостаточно хорошие усилители. Отвечаю на вопрос. Если вы посмотрите на табличку, которая сейчас показана на экране, то вы увидите, что усилители THX3A78+ являются предтоповым вариантом. Это мобильный вариант усилителей. И если вы посмотрите в нижнюю строчку данной таблицы, вы увидите, что усилители THX3A778 занимают гораздо больше места, потребляют в 5, а то и в 15 раз больше электроэнергии и славятся своим высоким тепловыделением. Поэтому, дорогие друзья, если в этот плеер запихнуть THX3A778 вместо того, что здесь есть внутри, то всем аудиофилам придется ходить с кулером на спине и с аккумулятором автомобильным на тележке для того, чтобы наслаждаться качественным звуком. Ребята, усилители THX3A778 это стационарные усилители. Их можно запихнуть только в очень большие устройства, которые по совместительству могут являться стационарными, либо переносными, но с очень громоздкими батареями. И таскать их на себе будет, реальной болью. Следующее возмущение канал Netbox высказывает Snapdragon 665, который является пятилетним старым Snapdragon. На самом деле я загуглил, и там установлен 660-й Snapdragon, ему тоже 6 лет на сегодняшний момент, и с 665-м небольшая разница. Так вот, дорогие друзья, вы знаете, что двигатель внутреннего сгорания, который используется в современных автомобилях, был изобретен более 150 лет назад и до сих пор работает без принципиальных изменений. Да, добавили впрыск, да, добавили электронную систему контроля, но по большому счету принцип не изменился. Так вот и здесь. Tidal работает, внутренний плеер FIO работает, все летает. Android 10. Да, это не топчик, но 10-й Android уже достаточно хорош, чтобы ничего не тормозило и ничего не вылетало. Многие говорят, обзорщики, что есть какие-то баги, лаги, глюки и так далее. Ребята, пользуюсь месяц, день в день. Один глюк, который не вывел устройство, не остановил музыку, просто зависло приложение Tidal. Закрыл приложение, снова все заработало. Отсюда вывод. Зачем улучшать то, что и так работает? Все и так летает. Еще одно недоумение канал выражает дизайном устройства. Дизайн повторяет M11 Plus. Почему, мол, FIO M23 так поразительно похож на FIO M11+? Что это такое? Разве не могли придумать что-нибудь другое? Дорогие друзья, в этом плане ты тут ничего особо и не напридумываешь, ведь плеер должен быть таким, чтобы он удобно ложился в руку. Сенсорная панель регулировки громкости под рукой. Канал говорит, что она неудобная. Есть спорная сенсорная панель для регулировки громкости. Советую сразу же эту сенсорную панель отключить. Но не знаю. Первые часы использования я действительно сказал бы, что эта сенсорная панель непривычная. И я даже поначалу отключил ее, это действительно можно сделать. Но потом снова включил, и вы знаете, в финале она показалась мне очень классной, потому что, ребята, сенсорная регулировка громкости — это реально крутая фишка. Но если вам не нравится, действительно можно отключить, даже не залезая в настройки. Вот есть кнопочка, чик, и все отключено. Все кнопки заблокированы, ничего не происходит. Надо снова что-то пошевелить, чик, включил, и все в порядке. Так вот, если дизайн устройства изначально думан под руку, одна рука
вернее палец на сенсорной панели, вторая переключает треки пауза, стоп, то что тут еще можно придумать, что еще здесь можно предложить? Ну объясните мне, пожалуйста, дорогие друзья, ну неужели ради того, чтобы удивить канал Netbox, необходимо разместить все кнопки управления на нижней панели, для того, чтобы кому-то было интересно возможность сказать, а вот, о, как необычно сделано, кнопки находятся здесь, не так, как у всех. Но это было бы тупо неудобно. Но если дизайн на самом деле удобный для руки, то его остается только допиливать для того, чтобы он был абсолютно идеальный и подходил всем. Так что да, есть спорные моменты, но реально это крутой дизайн, и мне это нравится. Следующая неприятность канала Netbox является в том, что, ребята, неудобно расположены клавиши для переключения треков, паузы и пуска. И, естественно, в клавиши для переключения треков плей-паузы, как по мне, сделаны не совсем удачно, потому что они сливаются. Ну что я тут могу сказать вам, господа? На мой взгляд, клавиша находится довольно легко, средняя клавиша размечена. Тактильно на ней можно ощутить бугорок. Ставишь палец, ага, пауза, плей, плей, пауза, плей, никаких проблем. Сдвигаешь палец вниз, ага, следующий трек, следующий трек. Одна позиция вверх, пауза, плей, пауза, плей, пауза, плей. Палец вверх, предыдущий трек, предыдущий трек, предыдущий трек. Ребята, я не знаю, в чем проблема. Под мои пальцы все размечено просто идеально. Дорогой Netbox, извините за такое видео, но я реально в недоумении, как можно так обосрать классный плеер. Я уже устал, дорогие друзья, говорить про то, что не нравится каналу Netbox, но Netbox просто сказал, что плеер им не нравится. Ну, что я тут могу сказать? На вкус и цвет товарища нет. Если вам не нравится плеер FiiO M23, ну просто слушайте музыку со своего телефона. С наушниками Focal Batis, которые можно послушать у нас в магазине, любой телефон звучит замечательно. Одно из самых досаднейших разочарований видео с Netbox это то, что Netbox утверждает, что FiiO KA17, портативный донгл, звучит лучше, чем FiiO M23. Вот это звучит лучше, стоит $150. Вот это звучит хуже, стоит $700. Как же это так? Ведь FiiO KA17 стоит 160 евро, а FiiO M23 стоит 750 евро. Но KA17 звучит лучше. Как так? Объясняю. FiiO KA17 не может звучать лучше, чем FiiO M23, потому что FiiO KA17 это принципиально другой продукт. Это цифроаналоговый преобразователь и усилитель для наушников. Все. Он не может проигрывать файлы. Вы не можете слушать Tidal, Spotify, Qobuz и другие стриминговые сервисы. Вам нужен телефон как источник. И таким образом вы не получаете полноценного функционала и доступа к DSD файлам, как вы это можете сделать в FiiO M23. FiiO KA17 имеет на борту всего лишь один усилитель для наушников THX3A78, а в FiiO M23 таких два. И здесь реализована полноценная балансная архитектура. Если здесь двойное моно, что тоже хорошо, то здесь балансная архитектура с одним усилителем на каждый амбушюр наушников. А это вдвое круче, чем свисток FiiO KA17. Кстати, FiiO KA17 звучит здорово. У нас есть обзор на канале, можете посмотреть. Если хотите, добро пожаловать в магазин Premium Hi-Fi. Приходите и сравните FiiO KA17 и FiiO M23. И тогда у вас будет возможность самим оценить качество звучания как одного, так и другого устройства.
Следующий момент, по которому недоумевает канал Netbox, это агрессивное звучание плеера. Но в случае с M23 звучание сделали слишком агрессивным. Оно не становится прям как пилорама такая, но ты понимаешь, что в KH17 звучит чуть поспокойнее. Вы знаете, да, действительно, я заметил, что FIO M23 иногда может звучать агрессивно. Но, дорогие друзья, если музыканты записывают музыку с напором и атакой, то FIO M23 это показывает, в то время как остальные более простые устройства могут это сглаживать и скрывать, для того, чтобы звучание было для нас комфортным. Яркий пример это записи Юрия Лапинского, аудиофильские записи. Когда я слушаю запись Юрия Лапинского, то я ясно слышу агрессивное, громкое звучание с экспандером на верхних частотах и с приподнятыми басами. Это не потому, что FIO M23 такой, это потому, что запись такая. При том, что записи Юрия Лапинского на большинстве хороших систем звучат очень хорошо. Но когда система показывает больше, чем обычная хорошая система, то да, звучание может быть агрессивным. Но что интересно, эту агрессивность я слышал только с наушниками Hi-Fi Man Sundara. Эта агрессивность проскакивает на Focal Batis, когда слушаешь их по проводку. Но при подключении к рефлектор Audio Square 2 я не слышу агрессивности. Я не могу этого объяснить, но звучание становится более комфортным. И я сравнил несравнимое. Я сравнил звучание FIO M23 со звучанием Eversolo DMP A6 Gen 2 Master Edition. Вот он у меня стоит. Топовый аппарат, нет, не топовый, предтоповый аппарат, который стоит 1400 евро. А FIO M23, простите, стоит всего лишь 750 евро. И вы знаете, FIO M23 ничем не уступает по уровню звучания Eversolo DMP A6 Master Edition Gen 2, который стоит 1400, практически вдвое дороже. То есть это очень достойный аппарат за свою цену. Конечно, слушать портатив с активными колонками за 6800 это аудиофильское какое-то аудиохульство. Но тем не менее я сделал это, и я очень доволен результатом. Еще одна оказия в звуке, которая не понравилась каналу Netbox, это грязное звучание на высоких частотах при высоких уровнях громкости. Здесь решили добавить такой дополнительной хлесткости звучания, и это все приводит к тому, что на высоких частотах порой он звучит не совсем чисто, то есть он сходит в такую легкую, но все же заметную грязь. Вы знаете, не могу сказать, что здесь есть грязное звучание. Скорее, есть плохие записи, которые звучат хреново, и FIO M23 это показывает. Но когда вы слушаете качественную запись в DSD формате, то вопросов к качеству звучания не возникает вообще. Кстати, здесь есть очень интересная фишка. Вы можете все свои записи воспроизводить в формате DSD. Вот, кнопочка так и называется. All to DSD. Представляете? Любое ваше затрюханное MP3 из 2000 года с битрейтом 96 килобит в секунду вдруг превращается в святой DSD аудиофильский супер-пупер-мега формат. Я попробовал послушать с этой кнопочкой, но не услышал никакой разницы, а батарейку жрет усиленно. Поэтому кнопочка прикольная для тех, кто верит, что MP3 можно раздуть до DSD и получить лучшее качество звука, но на самом деле мне это не удалось. Если вам удалось, напишите комментарий. Либо же можно купить вот эту вот байду на древнем Android железе. Вот эту вот тяжелую, все-таки он не маленький, с этим всем спорным управлением. Ну и заключительная вещь, которая не понравилась каналу Netbox,
тяжелый, с неудобным управлением, с древним андроидом. В общем, идет перечисление того, что уже было сказано. Дорогие друзья, ну невозможно сделать топовый флагманский плеер, который будет легким, как телефон, и производительным, как супер-пупер компьютер. Ну, например, модель попроще и поспокойнее — это FiiO M21. Кстати, он уже есть в нашем магазине, можете заказывать или приходить послушать и сравнить, как все это звучит вместе, по отдельности, в общем, в любых вариациях, которые только возможны у нас на месте. На мой взгляд, аппарат получился очень достойным, сделан красиво, элегантно, качественно, хороший эргономичный дизайн. Мне очень нравится, как работает Android. Я просто тащусь, как работает плеер FiiO, потому что он читает абсолютно все файлы, которые я сюда запихнул на своем SD-диске, SD-флешка, как она там называется, не знаю. Он читает все QI-файлы, все ISOs, DSD, в общем, все, что я тут закинул хаосом, все читает, все работает. Качество звука просто потрясающее. Хочешь, слушай как портатив от батареи. Греется как кошка, но звучит просто божественно. Хочешь еще более хорошего звука? Подключаешь USB-C, зарядку от лаптопа и включаешь режим Ultra High Gain с супермощностью и с еще более быстрым и детализированным звучанием. Хотите послушать? Добро пожаловать в магазин Premium Hi-Fi. Мы находимся в Риге и соединяем народ со звуком. С вами был Аркадий Зенин. И да пребудет с вами сила правильного для вас звука. Заходите.